Привет, я Саша Капуста, это канал Твой шрифтовый фетиш, серия видео по созданию вариативного шрифта FontLab. В этом уроке мы с вами нарисуем легкое начертание диагональной буквы А. Следующая буква будет А. Открываем ее, переходим на слой Light. Здесь у нас даже маска скопировалась, это нам не нужно, образец этот. А вот в этот слой маску мы вставим вот что, копируем букву А и вытягиваем ее под размер прописных. Все, смотрим, вставляем сюда. Вы можете обратить внимание, что мы продублировали наш слой, а значит вся связь, которая была у нас внутри вот этой группы, она сохранилась. То есть я могу без проблем сейчас выбрать вот эти узлы и подтянуть их так, чтобы было красиво. Так. Вот это тоже сейчас сделаю. Немножко сдвину. Здесь можно вот это под углом сделать. Вот, ну примерно вот так у нас выглядит. Букву здесь сделаю пониже. Общий размер. Общий размер, в принципе, примерно таким оставим. В оригинальной футуре, если мы посмотрим, у нас верх острый. Вот, то есть она прям очень острая. А в журнальной рубле, наоборот, верха не такие острые, они немножко срезанные. Поэтому мы не будем делать так же остро, как вот здесь, например, в М, Н там и так далее. Сделаем более такой срезанный верх, как вот здесь у меня получилось. То есть, в принципе, все у нас более-менее нормально. Я потом это все за кадром поправлю. Пока можно маску отключить и посмотрим на буквы, которые у нас уже есть. Это отмечаем зеленым, это отмечаем зеленым. Все, вот так у нас выглядят тонкие начертания Light, а вот так выглядит толстые начертания Black, Bold в данном случае. У нас получилось 3 буквы, которые уже, по идее, между собой полностью совместимы, и даже рисунок может у них меняться. Поэтому проверим совместимость вариативности на панели Layers and Master. Мы видим, что оба слоя у нас в каждой букве зеленого цвета. Маски я сразу сейчас удалю, они нам просто мешаются. А вот теперь у нас здесь все зеленое. Здесь у нас тоже все зелененькое. Теперь можем проверить вариативность. Для этого нам нужно посмотреть на панель превью. Вот один слой, а вот второй слой. Теперь, если мы будем двигать ползунки вариативности, мы увидим, как у нас в реальном времени буквы становятся жирнее. Причем можем сделать промежуточное значение. Вот. И то же самое у нас происходит на фоне. Если мы включим слой Instance, то мы, когда будем двигать вариативность, мы увидим, как красный контур изменяется. Это позволяет нам в реальном времени видеть, как примерно происходит интерполяция вот в этом слое. Мы можем на него переключиться и увидеть уже прям непосредственно в реальном времени, как это все происходит. У нас от 300 до 700 происходит интерполяция, поэтому если мы выйдем за ее пределы, произойдет экстраполяция, своего рода контур уже начнет ломаться. Это не очень хорошо, поэтому это в будущем в графике вариативности мы поправим. Сейчас нас пока интересует диапазон внутри этого контура. Вот, все работает. Теперь можно включить режим текст и, например, здесь там что-нибудь из существующих букв собрать. И в режиме текст у нас вариативность тоже работает. Вот так вот она у нас работает, и здесь тоже она работает. При этом, если вдруг вы случайно, когда играли с этой вариативностью, дернули вот эти 2 плюсика, например, вот так, у вас здесь все поменялось. Вы теперь, что бы здесь ни делали, здесь у вас не меняется. Вы можете переключить режим на режим эхо и на режим текста, который позволяет вам что-то набирать, но здесь ничего не работает. Почему это происходит? Потому что наше окно превью переключилось в режим, как он у нас тут называется, сейчас посмотрим, режим превью интерполяции. То есть он показывает на конкретной букве
как происходит интерполяция от самого крайнего значения, которое мы выбрали здесь, до самого крайнего, которое здесь. Причем не важно, что у нас интерполяция ограничивается вот этими мастерами. Поэтому если вдруг вы случайно вот так сделали, и у вас здесь все сломалось, и ничего не меняется, вам нужно просто зайти в настройки окна превью и отключить вот этот режим, переключить его на вариативность. Вот. При этом, как видите, я вот здесь один текст сделал, здесь другой. То есть я могу независимо смотреть, как меняется вариативность с таким текстом и с таким текстом. Это происходит потому, что у окна превью существует два режима отображения. Первый режим — это текстовый, то есть я могу буквально набирать здесь любые слова и смотреть на них. Могу изменить их размер в настройках, сделать их вот в 3 строки, в 2, в 1, либо по ширине в этой площади. Можно поменять их расположение, можно изменить размер, например, там сделать вот так. Или вот так. Вот. А можно перейти в режим эхо, когда он просто дублирует вот это окно. Поэтому переключаю его сюда, и теперь вместе с режимом размещения текста внутри этой панели мы можем видеть, что вот это и вот это, они имеют одинаковые значения, скажем так. Вот. Но в целом что? Вариативность мы сделали, теперь за кадром я сделаю вариативность для остальных букв, которые у нас уже есть. Вы это можете сделать тоже. Точно так же открываете, можно увидеть, что здесь у нас... вот здесь почему-то не сохранилось. Ну, это у вас должно сохраниться, у меня, скорее всего, в оригинальном она отсутствует, да. Потому что я это копировал из своего шрифта, поэтому поломалась вся связь между элемент-референсами. У вас она точно должна работать, если вы делали все правильно. Поэтому просто за кадром давайте сделаем все вот эти символы, превратим их в тонкое начертание и продолжим уже продолжим разбирать интерполяцию. Когда мы копировали наши мастера, то вместе с содержимым контура у нас скопировались и метрики. То есть все те формулы, которые мы с вами заносили в букву H, они у нас тоже скопировались. В данном случае у нас здесь цифровые значения. А вот все остальные буквы, они у нас повязаны и так или иначе как-то взаимодействуют с полуопрошами буквы H. То есть даже самая там круглая буква O, она так или иначе связана с квадратной буквой H в обоих слоях. Вот. Но если мы откроем букву H и, допустим, наберем подряд их несколько штук, и точно так же сделаем с буквой O, то в целом они более-менее нормально смотрятся вместе. Но если я переключусь на слой Light, то мы увидим, что они достаточно тесно находятся между собой. А так как внутри буквы H белого достаточно много в сравнении с жирным начертанием, нам нужно это немножко оптически компенсировать. Поэтому здесь мы выставляем в нашей эталонной букве, по которой мы с вами метрики все выставляем, более свободное значение. Ну, допустим, если я добавлю вот так, получится многовато. Делаем 75. Ну, наверное, 65 более-менее меня устроит. То есть здесь у меня получается 55, а здесь 65. Мы это еще потом настроим в будущем, пока я сделаю так. Но самое главное, что если мы откроем все наши буквы, допустим, вот несколько, и сравним, как они смотрятся рядом друг с другом, то здесь, в принципе, все хорошо. И, соответственно, если мы меняем значение H, то у нас сдвигаются все буквы. Возвращаемся на 65 и, в принципе, так оставляем. То есть при переносе при дублировании слоя у нас дублировались и все формулы. Вот они все. Разумеется, их, возможно, придется подкорректировать. Например, вот здесь вместо H-20, как в жирном, может быть, какое-то другое значение должно быть. Но это все, опять же, вопрос будущего. Пока даже вот в таком варианте у нас все устраивает, и все, что нам нужно изменить, это только размер буквы H. Все остальное у нас подтянется автоматически.
Если по ходу этого урока у вас возникли вопросы, то задавайте их в комментариях на русском или английском языках. Этот курс залит сразу на несколько видеоплатформ, а значит я могу их не увидеть. Поэтому подписывайтесь на канал в Телеграме и задавайте вопросы в чате «Делаем буквы». Все дополнительные материалы будут выложены на сайте «Твой шрифтовой фетиш». Там же вы сможете найти шрифты Rayer и Zasker, которые я упоминал в курсе. А еще делайте скриншоты вашего шрифта, хвастайтесь в соцсетях и отмечайте «Твой шрифтовой фетиш» в публикациях с этим хэштегом. Мне и вашим шрифтовым коллегам будет интересно посмотреть на ваши успехи в ходе этого курса. Если видео оказалось для вас полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и увидимся в следующих уроках.